Схема развода. Сейчас я вам расскажу, по какой схеме они работают. Техподдержка сайта знакомств никак не отреагировала. Мошенники, используя мои фотографии, крупно обделались. Так что аж по ногам потекло. Таких, как я, скорее всего, сотни. Им плевать на своих. Хотел добавить отдельно по девушкам. Все, на этом вы уже на крючке. Мы вам будем платить $500 просто за ваши фотографии и сами будем вместо вас общаться на американских сайтах. Друзья, у нас сегодня будет необычный выпуск. Он будет не совсем про морскую профессию, не про морскую индустрию, но тем не менее напрямую будет касаться и касается моряков. Сегодня мы будем говорить про мошенничество, про мошеннические схемы, в одну из которых хотели меня внедрить, но точнее не меня, а используют мои фотографии для получения какой-то неправомерной прибыли. Что это за история? Почему она касается не только меня, почему она касается и других моряков, и как вот эти вот самые мошенники крупно обделались, используя мои фотографии, я вам сейчас все расскажу, все поясню, и мы с вами об этом порассуждаем дальше в комментариях. С вами капитан Максим Бобков, это канал Максмастер, хотя некоторые меня сейчас знают уже почему-то как Виктор, другие могут найти мои фотографии под именем Павлик Свиридов. В общем, капитан Максим с вами, давайте будем начинать, поехали. Но, друзья, перед тем, как я вам расскажу свою историю, я хочу вас попросить, чтобы вы максимально поделились этим видео для того, чтобы противодействовать вот этим самым мошенническим схемам, для того, чтобы предупредить максимальное количество людей, которые могут подвергаться атаке мошенников, которые могут потерять из-за этого деньги, здоровье, нервы и так далее. Поделитесь, сделайте репост, раскидайте по всем группам, которые вы можете, раскидайте по всем каналам и так далее. Давайте вместе будем противостоять этим мошенникам, у которых, как оказалось, IQ ниже плинтуса, а в голове... Итак, с чего все началось? Расскажу вам краткую предысторию. Чуть больше месяца назад, примерно 10 июня, а сегодня у нас 18 июля 2025 года, я, находясь еще тогда на борту судна, получаю сообщение от девушки. Она пишет, почему вы меня заблокировали в Телеграме. Ну, я действительно, у меня есть Телеграм-канал, вы все об этом прекрасно знаете. Я действительно там иногда блокирую людей из-за того, что они могут рассылать несанкционированную рекламу, спам, либо оскорблять других участников сообщества. А я за этим очень сильно слежу. Я так и написал. Я всех не помню заблокированных. Возможно, вы нарушили правила. Тут до нее начинает доходить, что она общается вроде как бы не с тем человеком. Она пишет, что меня она знает как Виктора. Хотя на самом деле, а это вся переписка в ТикТоке. Хотя на самом деле меня-то зовут Максим. Я ей объясняю, что я медийная персона. У меня на YouTube-канале более 110 тысяч подписчиков. Мне не надо никаких там сайтов знакомств и так далее и тому подобное. А данные обо мне она нашла на одном из сайтов знакомств. Я сразу говорю, я ни на одном таком сайте, ни на одном таком чате никогда не был зарегистрирован, и это очень легко проверить. В общем, выяснив, что на самом деле меня зовут Максим, я ей скинул YouTube-канал, там 110 тысяч человек на тот момент было, сейчас уже чуть больше. Она понимает, что ее обманули, что ее сначала с ней общались, потом заблокировали в Телеграм-канале. Окей, я как-то не придал этому значения и продолжил себе жить, работать и так далее. Проходит еще какое-то время, недели две, я уже нахожусь дома, гуляю с ребенком, мне присылают в Инстаграме скрины со Снапчата. Вы все знаете, есть такое приложение в мировой популярности, Снапчат, что там мной представляется какой-то другой человек, причем ему 53 года, зовут его тоже Макс, он тоже капитан, но он в разводе. Как оказалось, что я в разводе, я сразу своей жене об этом сообщил, говорю, все, мы с тобой в разводе, я вечером иду с пацанами пить пиво, сразу получил затрещину. Ну, в общем, это другая история. В Снапчате тоже мной кто-то представляется. Этот человек мне так и написал, что в Снапчате ваши фотографии использует другой человек. В Снапчате я подал жалобу, они никак не отреагировали, возможно, потому что я там не зарегистрирован. То есть незарегистрированный человек, может быть, даже жалоба до них и не дошла. Я просто написал им в чат поддержки, но вообще никакой реакции с тех времен не было. И после вот этого Снапчата
Регулярно, примерно раз в день мне приходит сообщение, что на том или ином сайте знакомств ваши фотографии используют мошенники. Ну, все люди понимают, что это мошенники, потому что меня вот эти вот женщины, девушки, они знают меня по Ютубу и по ТикТоку. Ну, наверное, из-за того, что у меня довольно большой охват. У меня только в ТикТоке за последний год было больше 11 миллионов просмотров моих видео. При том, что где-то 25% моих зрителей – это представительницы прекрасного пола. Более того, даже на улице меня люди узнают. Короче, я начал получать регулярно скрины, которые плюс-минус, они все одинаковые. Не даже не то, что плюс-минус все одинаковые. Текст один и тот же, но с разных сайтов. Пишет какой-то Павлик Свиридов, причем диапазон возраста почему-то у него сильно отличается. Там от 40 до 45, ну на одном сайте даже 53 года, но это был Snapchat, и там я уже не Павлик Свиридов, а какой-то другой, просто Макс. И еще, как я вам уже сказал, я также и какой-то Виктор. Скрины приходили от разных людей женского пола, от разных возрастов, от разных социальных групп, но не все пишут одно и то же, что ваши фотографии кто-то использует. Я решил как-то в этом разобраться, но трудность заключается в том, что я не зарегистрирован на этих сайтах, я даже не могу зайти, подать жалобу. Я могу посмотреть профиль, но я и не хочу регистрироваться, потому что, во-первых, это сайты, ну, не моей тематики, они вообще находятся в РУ-секторе, кто-то находится в международном секторе, и оно мне не надо. И как только я там зарегистрируюсь, я тем самым усугублю свое положение, потому что я получу там регистрацию официальную, и этим тоже можно манипулировать. В ответ на эти скрины, которые мне присылали, я начал просить этих девушек, чтобы они подавали жалобы на мошенника. Они сказали: хорошо, все, подаем жалобу. Мне удалось связаться с одним из сайтов этих знакомств через email, то есть это общение было очень тяжелое, это не чат, это все через имейлы. Я их прошу, пожалуйста, смотрите, я реальная персона. Вот это мошенник, он орудует на вашем сайте посредством вашей платформы. Сделайте что-нибудь. Они такие: нам нужна ссылка. Я путем переписок с этими девушками добиваюсь того, чтобы мне прислали ссылку. Я эту ссылку отсылаю в чат поддержки одного из сайтов знакомств, на что получаю ответ: мы примем меры. Это было 2 недели назад. После этого было еще подано много жалоб, что это мошенники. И буквально вчера опять мне пишет девушка, что опять на этом сайте, что она тоже нашла меня там. То есть сайт никак не реагирует. Они, возможно, поощряют то, что такие действия происходят у них на платформе. Потому что если вы получаете много жалоб о мошенничестве, вы получаете жалобу от реального человека. Я им, кстати, выслал все свои профили официальные, на которые, кстати, посмотрите, вот это 3 ресурса, ну плюс YouTube, вот это 3 ресурса, 3 адреса, в которых я официально веду переписку со своими подписчиками. Есть еще, конечно, у меня и WhatsApp, и Viber, но там я общаюсь только исключительно по личным вопросам. Вот эти 3 ресурса, где вы мне можете писать, и я вам отвечу. Причем по этим 3 адресам. Они никогда не менялись, и они, скорее всего, не поменяются. Пишите здесь, если хотите, чтобы я вам ответил. Все остальные ресурсы, все остальные платформы – это обманщики, это мошенники. И если они вас разведут, то пишите им туда. Я к ним никакого отношения не имею. Но мы немножко отвлеклись. То есть техподдержка сайта знакомств никак не отреагировала. Более того, я им даже написал, что если вы никак не реагируете, то вы поощряете мошенничество на вашей платформе. Они написали: мы примем меры, но, как вы понимаете, никакие меры приняты не были. То есть задумайтесь, когда вы заходите на такие сайты, задумайтесь о том, чтобы там что-то регистрировать и что-то делать. Я думаю, что люди, которые контролируют эти сайты, как-то в этом принимают участие. Возможно, я ошибаюсь, возможно, нет, но, тем не менее, факт остается фактом, что чат техподдержки, сам сайт знакомств никак не реагирует на то, что поступают жалобы, на то, что на их сайтах происходит мошенничество и так далее и тому подобное. Вернемся к самим этим людям, которые использовали мои фотографии. Ну, там такая история, там очень много написано. Я в жизни столько бы не писал. Для меня написать 5 строчек – это уже много. Я когда общаюсь с подписчиками, вы знаете, я лаконично, кратко,
сдержанно отвечаю на ваши вопросы. Я никогда не расписываю там какую-то поэму. Я предпочитаю емко, но со смыслом. Там же написано, ну, полный бред. Мы с вами уже выяснили, возраст у меня разный. Где-то мне 40, где-то мне 53. Написано везде, что я разведен. Моя жена, кстати, сейчас находится вот буквально в 5 метрах от меня. Элочка, привет. Ну вот, и вы ее все видели на одном из стримов, который проходил у нас буквально год назад. Что я живу в Мадриде. Я, кстати, в Мадриде, несмотря на то, что я в Испании много где был, но в Мадриде я ни разу не был. На сайте знакомств написано, что я живу в Мадриде. Работаю в какой-то судоходной испанской компании на контейнеровозе, где 25 человек. Ну, в общем, такой бред. Кстати, что я заканчивал Макаровку в Питере, где я тоже ни разу в жизни не был. Для тех, кто не знает, я заканчивал Одесскую национальную морскую академию. Там написано, что я увлекаюсь каким-то велокроссом, хотя на самом деле я увлекаюсь картингом и хайкингом. Это те вещи, которые мне нравятся. Тоже написали эти гении, еще раз, да, по дереву постучим, это то же самое, что у них в голове. Написали, что я немного говорю по-английски, хотя на самом деле я по-английски довольно хорошо разговариваю, потому что это часть моей профессии. Капитан, который немного говорит по-английски, не может работать в нормальной компании, потому что английский — это наш основной язык, на котором мы постоянно общаемся, тем более, когда вы работаете в смешанных экипажах. Еще написали, что я не употребляю крепкий алкоголь, хотя на самом деле я довольно-таки употребляю, ну, в умеренных количествах, конечно, но почему бы и нет. В общем, вот такая вот история. Там еще много чего написано. Скрины вот здесь вот рядышком приотачены. Если захотите, можете поставить на паузу, прочитать этот весь бред. Смотрите, схема развода. Сейчас я вам расскажу, по какой схеме они работают. Во-первых, есть сайт знакомств. Там регистрируется мошенник. И есть, естественно, жертвы. То есть те девушки, которые хотят, ну, посредством этого сайта познакомиться с каким-нибудь парнем, мужчиной, ну, и найти себе спутника жизни. Они с ним знакомятся, находят по своим предпочтениям, ну и попадают в данном случае вот на такого человека, который использовал мои фотографии. То есть это даже нельзя сказать, что это подмена личности, потому что имя, фамилия другое, возраст другой, но фотографии мои. Как бы кража цифрового изображения, да, ну это и есть, кстати, авторские права, потому что фотографии я делал, то есть, ну, права принадлежит на эти фотографии мне. В общем, есть мошенник, есть жертва. Девушка находит, допустим, вот этого человека, с которым она хочет познакомиться, и с ними завязывается какой-то диалог. Мошенник понимает, что есть потенциальная девушка, которую можно обработать, и начинает ее потихоньку мариновать, ну, в кавычках, да, извините меня за такое слово, ну, в кавычках. Насколько долго этот будет происходить процесс, все зависит от жертвы, насколько она поддается манипуляциям, насколько она наивная и так далее. То есть это может быть неделя, может быть год. В какой-то момент, когда мошенник поймет, что все, она готова, он ей начинает что-то предлагать, что связано с деньгами. То есть он может предложить, я там, ну, все мы знаем, да, Испания, там есть испанская плитка, не знаю, испанское вино. Возможно, он предложит в какой-то момент, так как мы уже с тобой там начали доверять друг другу, давай откроем какой-то совместный бизнес. Вот у меня в Испании есть такая тема, перечисляй мне деньги, я вложу свои, и мы откроем бизнес, все у нас будет хорошо, будем зарабатывать, а потом ты еще ко мне приедешь, мы там поженимся, сыграем свадьбу и заживем классно. В общем, любое такое действие мошенника связано с тем, чтобы получить вот таким вот путем деньги со своей жертвы. При этом мошенник практически сразу предложит перейти с платформы вот этих вот сайтов в какие-то мессенджеры, будь то Viber, будь то Telegram или WhatsApp, то есть чтобы не оставлять след на платформе сайта знакомств. На платформе сайта знакомств гораздо легче даже тем же органам правопорядка, которые нам никогда не помогают, отследить переписку, чем в мессенджерах. Мессенджеры очень легко почистить, сайт знакомств там немножко тяжелее. И никогда не отвечают на видеозвонки, и никогда сами первый видеозвонок не делают. Есть очень много причин, чтобы этого не делать. То есть плохая связь, я сейчас за рулем, плохое освещение, ну, в таком плане все. Специально это делается для того, чтобы не светить своим лицом, ну, в противном случае он моментально спалится, опять же в кавычках. Почему же мошенники, используя мои фотографии, крупно обделались?
так что аж по ногам потекло. Обычно для того, чтобы избежать моментального раскрытия, берется какой-то профиль не сильно популярный. Ну, там 1-2 тысячи подписчиков в Инстаграме. Там есть фотографии, фотографии эти копируются, придумывается новое имя, вставляется и дальше по схеме, которую я вам уже рассказал. В моем же случае у меня действительно в Инстаграме немного подписчиков, 4000 человек. Но у меня на Ютубе 112 тысяч. И очень большой охват, несмотря на малое количество подписчиков в ТикТоке, очень большой там охват. Более 11 миллионов просмотров за последний год. Они, скорее всего, изучив мой профиль в Инстаграме, просто подумали, возьмем его фотографии и используем. Люди начали меня просто узнавать на сайтах знакомств и писать мне. Тем самым, благодаря моим подписчикам, огромное вам, кстати, за это спасибо, очень быстро открылся этот обман. Но простой поверхностный анализ вот этих сайтов знакомств посредством Гугла, даже не через них, просто я брал фотографию рандомного моряка, который нашел в Инстаграме, закидывал в Google поиск по фото, показал, что таких, как я, очень много. Я за полдня нашел 5 анкет, то есть там тоже простые ребята, текст абсолютно одинаковый, только меняется имя, меняется возраст. Текст абсолютно там с небольшими изменениями, но практически он на 90% один в один состоит. И вот это вот, представляете, я нашел буквально за полдня 5 человек. Сколько таких? Ну, я не знаю, ну, скорее всего, сотни. Поэтому, еще раз, для того, чтобы защитить простых людей, во-первых, с одной стороны, тех людей, чьи фотографии используются в мошеннических схемах, с другой стороны, тех девушек, которые хотят с кем-то познакомиться и которые потом могут потерять свое, как я уже сказал, здоровье и деньги, пожалуйста, распространите это видео. Я, кстати, постараюсь этот ролик перевести на как можно большее количество языков, хотя бы субтитрами. YouTube начал переводить с помощью своей нейросети мои слова, да, вы можете даже включить другую звуковую дорожку, где я говорю, там, допустим, на английском, на немецком и так далее языках, но он не всегда это делает. Но субтитры я постараюсь перевести как на можно большее количество языков. И это может касаться не только знакомств, но и каких-то других аспектов той же морской индустрии. Допустим, используя чужие фотографии, представляться каким-то работником крюинга и за деньги отправлять людей в рейсы. То есть фактически брать как бы взятку. Человек думает, что он пойдет в рейс, а потом просто его блокировать и пропадать. Таких случаев очень много было, и они сейчас есть, периодически возникают. Мне, кстати, пишет очень большое количество людей, тоже практически ежедневно: возьмите меня к себе на работу. Друзья, я не та персона, которая занимается трудоустройством и наймом моряков. Я капитан. Я управляю судном и руковожу действиями экипажа. Я не нанимаю. Если от моего лица вам поступает предложение, что мы вас, ну, или я, или мои коллеги, другие моряки, трудоустроим на суда торгового флота, просто вам нужно заплатить, не верьте этому. Это мошенники. Еще раз, вот 3 адреса, ну и YouTube, да, YouTube в комментариях только. Вот 3 ресурса, где я могу, но не факт, что отвечу на личные сообщения, потому что я тоже не все могу мониторить, много иногда поступает. Но вот эти вот 3, вот, 1, 2, 3, это там, где я могу вам ответить. Вообще очень странно. Ну, хотя, с другой стороны, ничего не странно. Вот эти вот говносайты знакомств, то есть они никак не проверяют личности, кто у них зарегистрирован, никак не делают верификацию. Почему нету никаких серьезных проверок личности перед тем, как проходить регистрацию? Я помню, я как-то лет 5 назад на Патреоне регистрировался. Там нужен был паспорт. Нужно было паспорт поставить вот так вот, чтобы лицо, овал лица совпадал с фотографией в паспорте. Ну, там серьезная была верификация, там через имейлы, через номера телефонов. Не все так просто. А здесь люди крадут чужие фотографии и посредством платформы как-то проводят какие-то мошеннические схемы. Возможно, платформа в теме. Возможно, но не факт. Но очень плохо, что никак они не реагируют. То есть они поощряют такие действия. Им плевать на своих, там, не подписчиков, на своих пользователей, которые зарегистрированы у них на платформе.
и люди потом страдают, у людей проблемы с нервами, люди теряют какие-то свои ресурсы, деньги. Я, изучив этот вопрос, видел, что по несколько раз, то есть люди настолько наивные бывают, что их по несколько раз кидают. Их кинули, причем там суммы 20-30 тысяч долларов. Их кинули, проходит какое-то время, человек успокоился, и опять по той же схеме. И вот эти все мошенники знают, что вот этот человек, то есть он настолько наивный, его настолько можно быстро обработать, что он еще раз на это согласится. Никогда не ведитесь на разводы такие с деньгами, никогда не переводите никому деньги, если вы не знаете человека лично, если вы общаетесь только дистанционно посредством каких-то мессенджеров. Это все развод. И еще раз говорю, если вас кинул человек, который использует мои фотографии, пишите его туда, где вы с ним общались. Не надо писать мне. Хотел добавить отдельно по девушкам. Тоже они подвергаются определенным схемам, тоже посредством вот этих сайт-знакомств. Вы можете просто на свой профиль в Инстаграме получить сообщение от какого-то там дейтингового агентства, что давайте мы будем использовать ваши фотографии на американских сайтах, и за это вы будете получать монетизацию. 500-600 долларов мы будем вам платить просто в месяц. Я думаю, что некоторые из вас, представительниц прекрасного пола, такие сообщения получали. Это тоже делается с определенной целью. То есть, если вы согласитесь получать 500-600 долларов просто за то, что ваши фотографии постили, и от вашего имени, соответственно, они будут общаться. Вас попросят предоставить какой-то свой ID и, скорее всего, номер карточки, чтобы эти самые деньги вам перечисляли. Все, на этом вы уже на крючке. Посредством вашего профиля, посредством ваших фотографий. То есть вы дадите добро, чтобы от вашего имени общались, ну, соответственно, вам за это платить. Они будут общаться вместо вас. Они будут точно так же втираться в доверие. Только в этом случае девушка — это будет хищник, а мужчина — это будет жертва. И то же самое она будет с ним разговаривать, мариновать, обрабатывать до того момента, как он ей перечислит деньги. Он может перечислить там 1000, 2000, 3000, 10 тысяч долларов. Все, после этого она пропадет, а у него останутся данные, куда, с кем он общался. И там у себя он может подать на вас в суд. То есть вы будете привлекаться к уголовной ответственности как одно из звеньев криминальной цепочки. Вот такие вот дела. Поэтому, девушки, тоже не соглашайтесь на просто вот эти вот сообщения от дейтинговых агентств, что мы вам будем платить 500 долларов просто за ваши фотографии и сами будем вместо вас общаться на американских сайтах. Тоже это все часть мошеннической схемы. Друзья, хочу вас попросить поделиться своими историями, если таковы были. Если вы были фигурантом или участником, или жертвой вот такой вот одной из таких мошеннических схем, поделитесь, пожалуйста, в комментах. Люди должны знать, к чему быть готовым, как их могут попытаться обмануть и что необходимо предпринимать для того, чтобы избежать вот такой вот участи жертвы. Поделитесь этим видео, пишите мне в личные сообщения по вот этим вот 3 ресурсам, на вот этих вот 3 ресурсах. Других нет, на других я отвечать не буду. С вами был Максим Сергеевич Бовков, мне 41 год, я капитан Максим, канал Максмастер. Желаю вам, своим подписчикам, да и просто людям, которые пришли на канал, никогда не попадать на крючок мошенников, этих вот криминальных элементов. Они, ну, вы все знаете, да, где они сидят, что к ним никак не получить доступ, что это, как правило, сидельцы, либо какие-то закрытые колл-центры. В общем, желаю вам избегать таких ситуаций. Вы были на канале Максмастер. Всем спасибо за внимание. Я на связи.